Всем привет, с вами Мистер Ганс, и это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я продолжаю рубрику. Каждый обзор. Ну а героем сегодняшнего видео станет Лилит. Начнем с огненной. Она является атакером, и первый ее скилл восстанавливает ХП при критическом ударе, в зависимости от нанесенного урона. Второй скилл также при нанесении критического урона снижает всей вражеской команде защиту. Из скиллов следует следующий вывод, что гемы нужно ставить на крит шанс, ХП и атаку. Это единственный вариант сборки данного астромона. Танка или саппорта из нее не получится. Сеты гемов подойдут на ХП, деф, крит шанс, атаку или смежные. В основном данного мона используют на низких уровнях, даже несмотря на то, что ей можно сделать суперэволюцию. Как атакер много урона она не наносит, даже благодаря отхилу ее выживаемость минимальна, поэтому ее можно использовать только для прохождения несложных локаций. После 40 левела она вам точно не пригодится. Сильно вкладываться в данного мона я вам не рекомендую. Затраченные ресурсы не оправдают ожиданий. Также не стоит спешить делать ей супер эволюцию. Поберегите камни для более сильных монов. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, увеличение атаки при нанесении урона, сифон и щит от атаки. Далее поговорим о Лилит воды. Она является танком, и первый ее скилл восстанавливает 50% своей маны при критическом ударе с 100% шансом. Второй скилл снижает атаку врагов с 60% шансом на 2 хода. В целом Лилит воды один из лучших танков среди 4-звездочных астромонов. Для нее подойдут гемы на крит шанс, хп, деф, либо деф, деф, хп, либо деф, хп, хп. В двух последних вариантах нужно ловить в допстатах и энчанте хороший показатель крит шанса. Сет рекомендую Бегулист. Своим геймплеем она очень похожа на Артура воды. Она превосходно чувствует себя на арене как в атаке, так и в защите. Плюс лидерский скилл на увеличение хп на 30% делает ее приемлемым лидером. Главными задачами будет, как всегда, хороший крит резист и резист, высокий показатель крит шанса и достойные статы хп и дефа. В целом я до сих пор использую данного мона на арене или в башне элементов. Если вы задумались сделать Лилит воды, она вас очень обрадует, и ресурсы, вложенные в нее, окупятся сполна. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, самоотхил, фулл баф брейкер, сифон и восстановление маны при нанесении урона. Очень хорошо комбинировать данного мона в сап, атак или деф пачках. Следующая Лилит травы. Она является балансером, и ее первый и второй скилл вешают на врагов сон. Первый с 80% шансом, второй с 70% шансом, оба на 2 хода. Данного мона я также не рекомендую использовать в поздней игре. Ей найдется масса замен. Да и вообще сон не является топ-дебафом, поскольку при ударе цели она выходит из контроля. Поэтому использовать ее можно на локациях до 40 уровня. Делать ее нужно в танка. Хорошего атакера из нее не получится по причине отсутствия в скиллах намека на урон и небольших защитных или атакующих статов. Ставить на нее можно гемы на хп, деф, деф, либо деф, деф, хп, сет, резист, деф, хп и прочее. Не советую вкладывать в нее много ресурсов. Хорошего мона для атаки или защиты из нее не получится. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, фулл баф брейкер, самоотхил и сифон. Далее поговорим о Лилит света. Она является танком, и первый ее скилл восстанавливает 10% маны всей команде с 100% шансом. Второй скилл отхиливает всю команду в зависимости от максимальных хп Лилит. Исходя из скиллов, можно точно сказать, что Лилит света очень хороший танк. Для нее подойдут гемы на хп, 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 либо хп, хп, деф. Все зависит от того, сможете ли вы в достаточном размере получить для нее хороший показатель дефа. К первому варианту, конечно, следует стремиться, но подойдет и второй. Даже так отхила будет достаточно. Для нее подойдет сет гемов на пегулист. Ей очень важен резист и крит резист. Она весьма хорошо чувствует себя на арене, особенно в светлой пачке, как атакующей, так и в защитной. Использовать ее можно где угодно. Пригодится она как на аренах, так и на локациях или башнях. Из скиллов супер вознесения подойдут самоотхил, резист, сифон, увеличение маны при нанесении урона и фулл баф брейкер. Ее однозначно стоит делать. На 4 звездах немного монов, которые могут конкурировать с ней в полезности. Ну и последняя Лилит тьмы. Она является защитником, и ее первый и второй скилл станет врагов с 80% шансом. Первый на 2 хода, второй на 1 ход. Что можно сказать про Лилит тьмы?
На аренах ее пытаются уничтожить в первую очередь, иначе она натворит столько грязи, что врагу даже не предоставится возможности атаковать. Для нее подойдут гемы на ХП Деф-Деф, либо Деф-ХП-ХП, сет на пигулист. Можно разогнать Деф, и атакеры перестанут быть проблемой. Главное хороший резист и крит резист, тогда и саперам будет сложно что-либо противопоставить. Особенно хорошо сочетание с Шахерезадой тьмы и лидером Зигфридом тьмы, и вдобавок Юги тьмы. Это пример пачки, в которой можно фармить арену как в атаке, так и в защите. Напоминаю, что если вам нужно собрать пачку для арены, можете обратиться ко мне в мой телеграм-канал, либо в группу в ВК. Использовать Лилит тьмы можно также на всех локациях и всех башнях. Она очень хорошо держит урон и является одним из самых эффективных дебаферов. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, самат хил, фулл баф брейкер, сифон и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Подводя итоги по Астромону Лилит, я бы посоветовал однозначно делать воду, свет и тьму. Остальные две сестры будут полезны едва ли до 40 уровня, но вкладываться в них особо я не советую. Ну и на этом я заканчиваю разбор Астромона Лилит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну а с вами был Мистер Ганс, всем удачи, всем пока.